Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что Гиперкар Peugeot 9/8 Le Mans поставляется без заднего антикрыла и будет участвовать в гонках в сезоне 2022 года ВЭК. Начиная с этого года, к чемпионату мира по гонкам на выносливость добавлен новый класс Гиперкар Le Mans. Это привело к появлению некоторых довольно приятных сборок, таких как Toyota GR Super Sport и Glickenhaus 007. Peugeot также бросил свою шляпу, представив новый гиперкар под названием 9/8. Он выглядит потрясающе и оснащен гибридной трансмиссией. Peugeot объявила, что 9/8 примет участие в сезоне 2022 года. На чем основан гиперкар Peugeot 9/8? Peugeot 9/8 поставляется с гибридной трансмиссией, которая включает в себя 2,6-литровый двигатель V6 с двумя турбинами, мощность которого составляет 671 лошадиную силу. Мощность передается на задние колеса исключительно через семиступенчатую секвентальную коробку передач. Дополняет это электродвигатель, установленный на передней оси, мощностью 268 лошадиных сил. Это также обеспечит дополнительную останавливающую силу и выработку электроэнергии. Однако в соответствии с правилами FIA общая выходная мощность не превысит 671 лошадиную силу. Таким образом, электродвигатель будет задействован, когда двигатель внутреннего сгорания не вырабатывает полную мощность. Он будет питаться от высоковольтной батареи высокой плотности на 900 В. Peugeot разрабатывает эту батарею в сотрудничестве с Saft, дочерней компанией Total Energies. Как выглядит гиперкар Peugeot 9/8 снаружи? 9/8 выполнен в сером оттенке с контрастирующими желтыми и зелеными элементами вокруг, чтобы нарушить однообразие. Французский автопроизводитель дал этим цветам причудливые названия: серый селен и кислотно-зеленый, желтый криптонит. Эта цветовая схема вдохновлена моделями 508 и 508 СВ. Спереди он оснащен фирменными светодиодными фонарями с 3 когтями и новым логотипом Lioness Head. Разве он не выглядит устрашающе похожим на логотип Stratton Acmont из «Волка с Уолл-стрит»? Во всяком случае, логотип виден и по бокам, он подсвечен. В задней части также есть трехлепестковая подсветка и массивный диффузор. Колеса также выглядят потрясающе и имитируют ту же черно-зеленую комбинацию. На передних крыльях вентиляционные отверстия открывают даже верхнюю часть шин. Он выглядит довольно круто и помогает с аэродинамикой. Правила FIA также требуют, чтобы можно было оборудовать только шины Michelin. Так вот что. Что касается размеров, Peugeot 9/8 имеет длину 196,9 дюйма, ширину 81,9 дюйма и высоту 46,5 дюйма. Колесная база составляет 119,9 дюйма в длину. Изюминка 9/8 – бескрылая задняя часть. Такие автомобили обычно не выпускаются без заднего антикрыла. Но на этот раз мы наблюдаем изменение тенденции. Правила и положения, разработанные FIA, Federation Internationale de l'Automobile, немного гибки в отношении аэродинамики. Правила предусматривают, что разрешено только одно регулируемое аэродинамическое устройство. Но это не обязательно должно быть заднее крыло. Гиперкар идет без заднего антикрыла. Вместо этого функции прижимной силы берут на себя диффузор и аэродинамический пол. Peugeot упомянула, что она воспользовалась возможностью изобрести новые творческие процессы и оторваться от установленных норм, чтобы создать гиперкар совершенно нового жанра. Он также отметил, что расчеты и моделирование показывают, что высокая производительность была эффективно возможна без ее использования. Похоже, Peugeot более чем счастлив отпустить заднее крыло. В задней части находится широкий диффузор, который вместе с аэродинамическим полом создает прижимную силу. Над ним написано «Нам не нужно заднее крыло». Компания даже заявила, что задние крылья впервые были замечены в 1967 году в Le Mans 24 на ШПЛ-2F. С тех пор задние крылья стали частью автомобилей. И это первый раз за более чем полвека ставится под сомнение их использование. Директор Stellantis по автоспорту Жан-Марк Фина сказал: «Мы достигли такой степени аэродинамической эффективности, которая позволяет нам отказаться от этой особенности». Но не спрашивайте как. У нас есть все намерения держать это в секрете как можно дольше. Как выглядит гиперкар Peugeot 9/8 внутри? Peugeot придумал и необычный интерьер. Интерьер в таких автомобилях всегда был функциональным, без какой-либо эстетической привлекательности. Peugeot указал на то же самое и указал, что он хочет создать фирменный стиль, когда дело доходит до интерьера. Салон 9/8 настолько радикален, насколько это возможно. Сочетание зеленого и черного цветов в интерьере iCockpit сделано специально, поэтому на снимках камеры он идентифицируется как Peugeot. Если это цель, я бы сказал, что автопроизводитель проделал фантастическую работу. В чем логика названия?
Это не случайное буквенно-цифровое имя. Лучшие гоночные автомобили на выносливость, которые производит Peugeot, начинаются с цифры 9, как и этот. Это включает в себя предшественника 9/8 905, который выигрывал 24 часа Ле-Мана в 1992 и 1993 годах, и 908, который выиграл французскую классику в 2009 году. X обозначает технологию полного привода, тогда как 8 соответствует всем последним моделям, таким как 208, 2008, 308, 3008, 508 и 5008. Правила FIA требуют, чтобы 20 вариантов гиперкара, разрешенных для использования на дорогах, были построены в течение 2 лет после его первой гонки. Поскольку 9/8 примет участие в мероприятии 2022 года, к 2024 году мы увидим легальную для улицы и производственную версию 9/8. Учитывая, насколько потрясающе великолепно выглядит этот зверь, нам не терпится увидеть, как будет выглядеть уличная модель. Мы надеемся, что Peugeot сохранит цветовую комбинацию, логотипы с подсветкой только смягчит их, насколько это необходимо, а не больше. Мы слишком многого просим. Как бы то ни было, Peugeot будет участвовать в гонках на 2 9/8 на чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA 2022 года. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.